Приветствую вас, дорогие мастера по наращиванию ресниц. Меня зовут Епифанова Елена, я сооснователь учебного центра Sunlook. Сегодня в нашем видео мы рассмотрим 10 лайфхаков для наращивания ресниц. Лайфхаки – это полезные небольшие советы, которые вам помогут качественнее и быстрее сделать свою работу. Это видео будет полезно как начинающим мастерам, так и мастерам со стажем, так что не переключайтесь. Первый лайфхак – это гасить использованную каплю клея активатором либо обезжиривателем. Работая, мастер зачастую использует не одну каплю клея, а несколько. Поэтому может возникнуть путаница, какая капля клея сейчас свежая. Также, если ее не гасить, то клей продолжает работать, а значит продолжает выделять вредные испарения, которыми дышите вы и ваш клиент. Поэтому просто возьмите обезжириватель и капните в каплю клея, которой больше не планируете работать. Клей закристаллизуется буквально в течение 1 минуты. Если вы не хотите использовать обезжириватель, то также можно воспользоваться обыкновенной простой водой. Тогда клей закристаллизуется чуть подольше, приблизительно в течение 5 минут, но это все равно лучше, чем клей оставлять в жидком состоянии. Лайфхак номер 2. Если вы работаете вот с такими большими коллагеновыми патчами, то вы с легкостью сможете из 2 коллагеновых патчей сделать себе 4. Но плюсы, думаю, здесь очевидны. Вы просто экономите деньги, используя в 2 раза больше патчей. Как это сделать, давайте посмотрим. Лайфхак номер 3. Если вам для работы нужны маленькие ресницы, такие как 5, 6, 7 мм, но у вас их не оказалось в наличии, и самая маленькая длина это только 8 мм, и в ближайшем магазине их тоже нет, можете себе сами сделать маленькие длины. Просто возьмите ленту и подрежьте ее у основания наискосок. Таким образом у вас будут маленькие ресницы, которые вы можете с легкостью использовать в работе. Работа тем самым будет выглядеть гораздо аккуратнее. 4-й лайфхак вам поможет быстрее прорабатывать внутренние уголки глаза, ведь работать там всегда непросто. У большинства людей такая конфигурация века, что при закрытом глазе ресницы во внутреннем уголке практически не видно. Тогда на помощь нам придет пластырь. Берем небольшой кусочек пластыря, приклеиваем его поближе к нашему внутреннему уголочку и тянем в сторону. Тем самым у нас открывается обзор, и реснички внутренние гораздо проще прорабатывать. Лайфхак номер 5. После того, как вы подобрали моделирование для своего клиента, сделайте разметку на патче. Это поможет вам не забыть, какую длину и куда вам ставить, а также сохранить симметрию при наращивании. Разметку можно наносить ручкой, лайнером, либо маркером для CD-дисков. Их с легкостью можно купить в любом канцелярском магазине. Главное, помните, не наносите разметку слишком близко к ресницам, иначе вы будете терять контрастность и так будет тяжелее вам работать. Я вам рассказала про разметку на патче, и она замечательно работает с теми клиентами, которые лежат абсолютно спокойно. Но что делать с теми клиентами, которые смеются, разговаривают, щурятся? У таких клиентов может съехать патч, и дальше думай-гадай, где же он изначально лежал, и как сделать в этот раз моделирование. Для таких клиентов вам поможет лайфхак номер 6. Возьмите лайнер для глаз, либо карандаш для глаз, и поставьте точки на веки, в тех местах, где у вас будут располагаться самые большие длины. Таким образом, вы всегда сможете восстановить, где у вас изначально была разметка. А точки на веки можете стереть простой мицеллярной водой. А лайфхак номер 7 вам поможет ускорить работу вашего клея. Если у вас есть активатор или обезжириватель с функцией активатора, вы можете помочь своему клею работать быстрее. Абсолютно все мастера знают, что необходимо активатор либо обезжириватель наносить на ресницы. Но мало кто знает, что также его можно нанести на основании искусственных ресниц. Особенно это актуально, если вы работаете с большими объемами. Благодаря тому, что активатор находится и на искусственной реснице, и на натуральной, клей ваш будет работать практически в 2 раза быстрее.
Лайфхак номер 8. Лично я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что патч плохо держится на коже. Нижние ресницы выбиваются. Также коллаген или гидрогель может вспухнуть, тем самым мешая мне в работе. Если вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой, то следующий лайфхак вам непременно поможет. Возьмите пластырь и продублируйте им ваш патч. Вырежьте по форме патча, оставив 2-3 мм. Такая конструкция будет абсолютно так же комфортна для вашего клиента, как и обыкновенный патч, но при этом он будет зафиксирован гораздо надежнее. Лайфхак номер 9. Если вы сталкивались с такой ситуацией, что ваш клиент засыпает, и его голова все время падает, и вам становится неудобно работать, то это можно очень легко решить. Если у вас есть подушка-подкова, то просто переверните ее, и тогда голова клиента будет надежно зафиксирована и больше не будет падать. Лайфхак номер 10. Если вы делаете объемное наращивание и пучки у вас очень часто получаются с перекрещенной ножкой, то не обязательно эти пучки выбрасывать. Просто соберите ножку об бортик лунки. Когда у мастеров получается пучок со скрещенной ножкой, они не работают с таким пучком и просто его выбрасывают. Хотя практически любую ножку можно соединить, просто опустив ее в клей и проведя бортик. Ну и еще один лайфхак я хочу проверить вместе с вами. Считается, что если нанести ремувер и при этом использовать пищевую пленку, то он будет действовать быстрее. Давайте проверим, действительно ли это так. Сейчас с вами проведем эксперимент и снимем ресницы двумя разными способами. Первый способ стандартный, просто нанесем кремовый ремувер и засечем время, через сколько мы сможем снять ресницы. А второй способ мы снимем кремовым ремувером и воспользуемся пищевой пленкой. Наносим кремовый ремувер на ресницы. После нанесения засекаем время экспозиции, пока поставим 5 минут. Прошло у нас 5 минут, сейчас будем тестировать, начали ли ресницы у нас отходить. Так, да, ресницы отходят, но, как мы видим, очень мало. Поэтому оставим еще воздействовать ремувер еще на 5 минут. Итак, у нас прошло 10 минут. Еще раз пробуем, как в этот раз снимаются реснички. Сейчас мы видим, что они гораздо лучше начали сниматься. Вот, но не могу сказать, что они максимально легко снимаются, но видно, что уже практически ремувер подействовал. У меня остались еще некоторые ресницы, которые трудно снять. Я все-таки нанесу еще раз кремовый ремувер и поставлю время выдержки еще 3 минуты. У нас прошло еще 3 минуты. Я думаю, что теперь мы сможем снять действительно все ресницы. Итого у нас получилось полное снятие. Заняло по времени 13 минут. Действительно, все оставшиеся ресницы мы уже с легкостью снимаем. Все, мы полностью сняли кремовым ремувером стандартным способом. А теперь давайте попробуем способ с пищевой пленкой. Также наносим кремовый ремувер по всему глазу. Теперь накроем ресницы пищевой пленкой.
Постаралась максимально плотно закрыть все углы. И поставим таймер сначала на 5 минут. Итак, у нас прошло 5 минут. Сейчас попробуем снять это все. И посмотрим, действительно ли действует это быстрее. Ну что ж, как мы видим, ресницы реально все снимаются через 5 минут. Ну что, я думаю, что это очень даже рабочий лайфхак. У меня осталось совсем чуть-чуть ресниц, которые, я думаю, в течение пару минут уже снимутся. На этом у меня все. А сейчас новый конкурс, в котором вы можете поучаствовать. Мы хотим вам подарить участие в нашем онлайн-марафоне по объемному наращиванию. Для этого напишите в комментариях свои лайфхаки, которые вы используете в работе. Комментарий, который займет 3-е место, мы подарим скидку на участие 30%. Комментарий, который займет 2-е место, подарим скидку 50%. А 1-му месту мы подарим участие в нашем марафоне бесплатно. Победитель прошлого конкурса указан в описании этого видео. С вами была Епифанова Елена. До скорых встреч!